Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем делать коррекцию после другого мастера. Другим мастером была моя Анютка, и в данном случае, когда клиентка ее пришла ко мне, она находилась в роддоме. Сейчас уже все хорошо, Анютка дома, и ее клиентка вернется обратно к ней. В данном случае никаких проблем с ногтями у нас в принципе нет, кроме того, что один мизинчик у нас немножечко поломан. Поломался он в процессе садово-огородных работ. Ну и вообще в данном случае ручки у нас огородницы-любительницы, поэтому ручки довольно-таки огородом покоцанные. У нас довольно сухая кожа, была рекомендация смазывать ручки кремом, ну а там посмотрим, как клиентка к ней прислушается. Как обычно, подготавливаем ногтевую пластину. Убрали старый материал, подготовили себе ноготки для выкладки нового материала. Отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно. И в данном случае коррекцию будем выполнять при помощи акрилатика. В данном случае длина у нас небольшая, поэтому мизинчик будем сразу же без форм удлинять. Здесь нам нет необходимости подставлять бумажный шаблон для того, чтобы удлинить ноготок. Длины, как я говорила, немного, и акрилатик вполне сам по себе способен вытянуть такую длину на воздухе. Единственное, что потом, конечно же, нужно будет сформировать внутреннюю арочку, потому что он под низ тоже немножечко подтекает, затекает, но внутренняя арочка формируется буквально одним движением фрезера, и это занимает минимум времени. Поэтому в данном случае совершенно нецелесообразно вырезать бумажный шаблон, тратить опять же на этот шаблон деньги, а можно вот таким вот образом все это сделать. Далее у нас идет опил по стандартной схеме, выпиливаем квадратик. Как я говорила, на мизинчике мы выпиливаем квадратик с того акрилатика, который мы нарастили на воздух, и потом внутренности подчищаем при помощи фрезера.
А теперь переходим непосредственно к дизайну ногтей. Клиентка для меня незнакомая, ее предпочтения в дизайне я еще не знаю, поэтому было решено делать ей какую-то абстракцию, потому что абстрактные дизайны можно менять моментально, ежесекундно. Если вдруг клиенту что-то не понравилось, то в тот же момент можно это все немножечко изменить и перенести в ту сторону, которую необходимо. Абстракцию мы будем рисовать при помощи косой кисточки. Просто в технике китайской росписи вырисовываем какие-то разнонаправленные элементы. Стараемся направлением элементов, опять же, либо потянуть ноготочек в длину, либо немножечко расширить его в ширину, в зависимости от того, что требует натуральный ноготь и как это все на руке смотрится. В данном случае я стараюсь сделать таким образом, чтобы основные элементы у меня были вдоль направленные. Таким образом ноготочек будет казаться тоньше, уже и длиннее. И таким образом я заполняю всю поверхность ногтя, чередуя цвета, оттенки краски. То есть я набираю то чуть-чуть потемнее краску, то чуть-чуть посветлее. Где-то делаю совсем яркие светлые блики, добавляя больше белого. В общем, стараюсь, чтобы это смотрелось не однородно, а как можно более интересно. Все мазочки рисую пастами, которые продаются в нашем магазине. Ссылочку на них оставлю в описании. Очень плотный, качественный, пигментированный материал, который в один мазочек, как вы видите, дает сразу плотный, красивый оттенок. На данном материале не нужно дублировать мазки для того, чтобы они получились плотные и красивые. Таким образом было решено сделать 4 пальчика с мазками, и потом тонкими линиями кое-где я добавляю блики белого цвета, для того, чтобы дизайн стал еще немножечко ярче. Как обычно, на этом можно было уже давным-давно остановиться. Это уже сам по себе самостоятельный дизайн, и он уже полностью готов. Но для того, чтобы добавить чего-нибудь в моем стиле, потому что я, как обычно, не могу остановиться вовремя, решено было сделать еще вот такие вертикальные полосы с геометрическим дизайном.
И по моему личному мнению, именно с этими геометрическими узорами дизайн смотрится более законченным и более цельная картинка у нас получается. А как вы думаете, нужно ли было рисовать эти геометрические части или можно было обойтись без них? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, мне очень интересно. А на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!